В воскресенье в Германии все закрыто. Ну классно, у нас есть выбор. Мы можем съездить в Голландию и погулять там. Поехали с нами? Ну что, сегодня мы с вами отправляемся в город, который по воскресеньям меняет национальность. Это Венла, небольшой нидерландский городок у самой границы с Германией. И знаете, что с ним происходит по выходным? Он превращается в немецкий. Магазины открыты, на улицах слышна немецкая речь, тележки ломятся от сыров, везде пахнет вафлями и кофе, а парковки забиты машинами с немецкими номерами. Все, что запрещено в Германии по воскресеньям, здесь разрешено. И это делает Венла настоящим магнитом для соседей. А вы когда-нибудь были в Венла? Или может у вас есть свой секретный город для воскресных вылазок? Напишите в комментариях. Мне очень интересно. В воскресенье открыты почти все магазины, и здесь можно найти много знакомых нам. Венла не разочарует даже любителей сладостей. Я была в Венла, наверное, больше 100 раз. И знаете, почему я возвращаюсь сюда вновь и вновь? Потому что здесь продают самую вкусную картошку фри, которую я когда-либо ела в моей жизни. Ее готовят из свежей картошки, которую жарят при вас, и ценник у нее очень приемлемый. И это не реклама, это мои личные предпочтения. Куала – это то место, куда стоит заглянуть. Венла, кроме шопинга, это также место, где просто приятно погулять. А на центральной площади Венла расположилось здание мэрии. Это здание считается одним из образцов экологичной архитектуры. Над каждым окном размещена солнечная батарея, которая вырабатывает электроэнергию. На крыше размещены солнечные коллекторы, служащие для нагрева воды. Основным источником тепловой энергии служит геотермальная энергия, добываемая из подземных скважин. Дождевая вода собирается и служит для технических нужд и для полива многочисленных растений. Проект здания получил несколько архитектурных наград, в том числе в категории правительственных зданий. Hier ist ein besonders historisches Gebäude, erbaut im Jahre 1588, wie die Aufschrift auf der Bibel zeigt. Я считаю, приятным бонусом прогулки по Венла может стать спонтанный поход к парикмахеру. Без записи, без ожидания. Тебя тут же обслужат. Немыслимо для Германии, но в Нидерландах, пожалуйста. Это время работы одного из салонов.
Во время нашей прогулки мы зашли в церковь и поставили там свечки. Удивительно. Это здание было построено в 1161 году. Старая городская школа. Ну и, конечно, в этом городе каждый найдет себе сыр по душе и кучу различных растений, в том числе и тюльпанов. По пути нам также встретился музей Ван Бомеля Ван Дамма. В этом музее собрана интересная коллекция картин и скульптур известных художников. А также театр Мааспорт, который расположен в самом центре города. Вендла словно старый художник, аккуратно наслаивает новые мазки поверх холста с историей. Вот здание, первый этаж, старая кладка, сохранившая отпечатки времени, а выше современный фасад, легкий, стеклянный, как будто город приподнялся на цыпочки, заглядывая в будущее. Или, например, скульптуры прошлого мирно соседствуют с абстрактными формами современного искусства. Все это не конфликт, а разговор эпох. Вендла не отказывается от своих корней, но и не боится расти. Именно в этом его особый ритм. Не революция, а тихая, уверенная эволюция. Вендла раскинулся на правом берегу реки Маас. И именно туда мы направились за глотком не только кофе, но и простора. После уютных, но немного тесных улочек старого города захотелось вдохнуть поглубже, расправить плечи и насладиться видом воды там, где не стены, а горизонт задает границы. Сейчас все больше и больше кафешек, где можно вот отсканировать QR-код, заказать и ждать своего заказа. И это мы сделали. А эти жители Вендла оставляют свои следы на асфальте. Кстати, кафе очень уютное, и если вы приедете в Вендла в дождливую погоду, то можно расположиться внутри, от этого вид не становится хуже, но будет теплее.
И думаю, конечно, ни для кого не секрет, что Нидерланды – это не просто страна велосипедов, это их королевство. И Венла здесь вовсе не исключение, а скорее яркий представитель. Велосипеды тут повсюду. Они едут, стоят, припаркованы, обгоняют тебя слева, приветствуют справа и вообще, кажется, дышат вместе с городом. Тут не ты ищешь парковку, а твой велосипед. И да, если тебе показалось, что велосипедов слишком много, нет, тебе это не показалось. Супермаркет «Два брата» в Венло – это уже не просто магазин, а почти местная легенда. Кажется, тут бывал каждый, кто хоть раз заезжал в Венло. Даже если вы приехали за архитектурой или атмосферой, все равно рано или поздно окажетесь у входа с тележкой в руках. Потому что «Два брата» – это гастрономическое паломничество. Сыр, кофе, сладости, продукты, которых не найдешь в Германии. Это больше, чем шопинг. Это ритуал. Многие немцы сюда приезжают закупаться всякими препаратами, которые здесь можно пощупать, выбрать, посмотреть. Все в открытом доступе. Вот этот чай возьму я сегодня на пробу. Hallo. Ich hätte gern 10 Matjes mit Zwiebeln. И самое удобное, что ты говоришь с продавцами на немецком, и они тебя понимают. Они отвечают тебе также на немецком. Mit Zwiebeln bitte, ja. Leckerste Matjes am Niederrhein. Очень рекомендую попробовать вот эти кар-суфле. Они с сыром и очень вкусные. А также в Нидерландах теперь можно сдать тару и получить денежки обратно. Ну а мы купили селедку и решили поехать на природу рядом. Я вам сейчас покажу, это классное место. Ну а пока мы едем, и если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ведь вы знаете, мой канал новый, и ваше участие в его судьбе играет огромную роль. Я всем вам очень благодарна. Классные игрушки, думаете вы? А посмотрите, что на заднем плане. Да-да, это та самая трава, о которой вы подумали. Фу, как же это воняет. Ну, я хочу вам сказать, что здесь, как нам сказали местные жители, это каннабис, это марихуана,
она используется не для курения, а для лечебных и косметических целей. То есть с ней используют крема, какие-то биодобавки, что-то еще такое специфическое. Мы приехали в место, где город отступает, уступая место природе. Иногда именно в таких местах наступает настоящая перезагрузка. Никаких планов, никакой спешки, только тишина, легкий ветер, зелень вокруг и звон ложки о кружку кофе. Мы устроили небольшой импровизированный пикник, сидя на лавочке. И, как часто это бывает в Нидерландах, знакомство с местными случилось само собой. Пара фраз, улыбка, и вот уже разговор о жизни, о городе, о том, как важно уметь замедлиться. И в этот момент ты понимаешь, вот оно, настоящее путешествие. И еще один маленький секрет от нас. Место, о котором не пишут в туристических гайдах, прямо на границе с Германией, будто спрятанное между двух миров. Здесь нет суеты, зато есть бесплатная парковка, редкая радость для тех людей, которые любят экономить. Также тут есть супермаркет, где можно пополнить запасы, и небольшое кафе, где можно вкусно перекусить свежей рыбой. Это то самое место, которое подходит для людей, не любящих большие толпы и предпочитающих настоящую местную жизнь. Ведь иногда лучшие впечатления ждут нас не в центре карты, а чуть в стороне, там, где тихо, просто и по-настоящему приятно. В этом месте в будние дни не очень много народу, практически никого нету. Посмотрите. Можно посидеть на улице, есть внутри столики. Все достаточно приятно, так могу сказать. Так что советую, приезжайте. А это время работы супермаркета. Это вкусно. Множество живых цветов. В Германии тоже это все есть, но, как я заметила, в Германии это стоит дороже. Ну, а кто хочет выбрать себе живых цветов, рядом также есть магазинчик, где можно купить множество живых цветочков. Например, 1,50 стоит. Ну что, одни возьму я себе. Такие классные цветочки. Вендла не является особо туристическим местом, но если вы ищете город, где можно не спеша побродить, вкусно поесть и при этом сделать пару выгодных покупок и просто хорошо провести выходной, Вендла вас точно не разочарует.